Спасенный медвежонок забеспокоился, когда пришло время впадать в спячку. Очаровательный медвежонок Балу, вероятно, займет особое место в вашем сердце, если вы выросли на просмотре «Книги джунглей». Но медведи не только поют и танцуют. Кроме того, они довольно одинокие животные, которые проводят зимние месяцы, полностью отрезанные от внешнего мира. Этот маленький медвежонок едва успел перейти к зимней спячке, поскольку у медведей это скорее талант, чем инстинкт. У Луны, потрясающей бурой медведицы, была первая возможность проявить свои способности, когда ей было 5 лет, и она впала в зимнюю спячку. До самого недавнего времени она не могла впадать в спячку из-за жизни, полной страданий и жестокости. Однако ей посчастливилось приобрести эту важнейшую способность еще до того, как она попала в неволю, что является редкостью для медведей, которых забирают из дикой природы молодыми. Луна, похоже, совсем не похожа на свое ужасное детство. Она в безопасности и довольстве находится в центре спасения четверолапых в Германии. Когда браконьеры застрелили ее мать, уязвимый детеныш, вероятно, был взят под стражу в очень юном возрасте. Однако, к счастью, ее мать поделилась с ней некоторой мудростью перед своей преждевременной кончиной. У представителя 4 лап, Джины Лапагия, была своя теория относительно судьбы Луны после ее ареста. В ноябре 2018 года Лапагия рассказала изданию The Dodo, что браконьеры обычно забирают их, когда они еще маленькие детеныши. Затем они продают их владельцам бизнеса, например, тем, кто управляет парком развлечений. Хотя это может показаться трудным для восприятия, обращение с Луной не такое уж необычное. Большинство животных зоопарка родились не в тех местах, где их содержат на выставках. Скорее, их часто отрывают от их родной среды обитания. Их развитие может быть затруднено, а их социальные отношения нарушены. Обстоятельства в ее новом доме были намного хуже, чем тот факт, что она была удалена из своей естественной среды обитания. Луну держали в маленькой клетке в парке развлечений Алона в Албании, где она подвергалась воздействию различных погодных условий и постоянно будила шумных людей и оглушительные аттракционы. Позже передние лапы назвали Луну одним из самых грустных медведей во всей Европе, что было неудивительно. Трудно не заметить горькую иронию в том, что такое подавленное существо заставили выступать в парке развлечений. Однако после 3 трудных лет Луна в конце концов увидела конец туннеля. Узнав о жестоком обращении с Луной, 4лапый, полиция и ветеринар прибыли в парк развлечений. Они усыпили Луну, чтобы тщательно осмотреть ее. Затем группа отвезла медведя в зоопарк в Тиране, столице Албании, на машине скорой помощи. Забота о животных является главным приоритетом для некоммерческой организации 4 лапы. На своем веб-сайте 4 лапы позиционирует себя как сильный, глобальный и независимый защитник прав животных, находящихся под непосредственным влиянием человека. На самом деле они создали приюты и службы спасения по всему миру и распространяют информацию о случаях жестокого обращения. В то время Луна была в надежных руках. Команде 4 лап было нелегко убрать Луну из тематического парка. Сначала выяснилось, что о случившемся сообщили албанским властям. Затем владелец Луны устроил скандал, забрав ее из парка, когда команда 4 лап намеревалась это сделать. Но, к счастью, через некоторое время он отпустил ее. Луна провела короткое время в зоопарке Тираны, прежде чем ее перевезли на постоянное место жительства. Ее привезли в медвежий заповедник Морец в Германии, который на самом деле является новейшим учреждением 4 лап. В приюте уже жило множество медведей, и Луна, казалось, была в восторге от того, что стала членом клана. Люди, которые ухаживают за Луной, уделяют первостепенное внимание ее здоровью и благополучию, а также предоставляют ей достаточно места для передвижения. Ей нравится спокойная обстановка с большим количеством зелени
и 12 другими медведями, с которыми можно пообщаться. Луна была полна решимости максимально использовать свое освобождение после 3 лет страданий. Похоже, что в целом она стала получать больше удовольствия от новой обстановки, особенно с появлением импровизированного бассейна. В жаркие летние месяцы в Германии Лолу часто можно застать плещущейся в воде по шею, чтобы освежиться. Похоже, сейчас она живет полной жизнью, как настоящий медведь. Луна точно знала, что делать, когда лето подошло к концу, и над ее новым домом подул прохладный ветерок. Пришло время применить способности, которые она приобрела за эти годы. Да, как вы уже догадались, это был первый шанс Луны построить логово для зимней спячки. Луна тоже оказалась практически и фигурально в ловушке своего нового начинания. Лапая рассказала Дронту, что она первая медведица, которая роет там себе берлогу. Она так быстро оглядывается. Вполне логично, что Луна была в восторге, проведя столько лет в неволе и не имея возможности доверять своему чутью. Тем не менее, она сделала все возможное. Возможно, Луна компенсировала потерянное время постройкой 2 логовищ. Судя по фильму, в котором она копала, ничто не могло отвлечь внимание Луны от поставленной задачи. С поразительной скоростью и бережливостью она счищает грязь передними лапами, при этом не отрывая носа от земли. Всего через 30 секунд у нее будет пещера ее мечты. Энтузиазм Луны в отношении своей работы настолько впечатлил четырехлапых, что они опубликовали видео с ее раскопками на своей странице в Facebook, которое привлекло много внимания. «Она усердно работает, чтобы построить идеальное логово», сказал один из пользователей. «Я надеюсь, что глубина будет достаточной, чтобы она не замерзла. Луна сейчас даже копает 2-ю яму. Она, несомненно, перфекционистка», прокомментировал другой наблюдатель. Луна, похоже, тоже была довольна работой своих рук. После того, как она проверила его способность спать в своей берлоге, ей показалось, что он соответствует всем требованиям, и Луна провела комфортную зиму, уютно устроившись в построенном ею доме. Сотрудники «Четырех лап» полагали, что Луна может начать этот процесс даже в начале этого года, потому что в прошлый раз ей, похоже, очень понравилось обустраивать свое логово. Как сообщает Лападжа, Луна впервые впала в спячку прошлой зимой, с начала января по конец марта. Вполне вероятно, что в этом году она впадет в спячку пораньше, ведь нужно стремиться к совершенству. Если все пойдет по плану, у Луны будет еще одна спокойная спячка, и поскольку она будет находиться под землей так много месяцев, очень важно, чтобы она наслаждалась этим. Команда Four Paws придерживается этой идеи. Главное — совершенство, потому что спячка должна проходить с комфортом, заявили они в подписи к видео Луны. На самом деле комфорт — это элементарное требование. Если вам понравилась история, то, несомненно, следующее видео, которое появится на вашем экране, вас тоже растрогает. Не забудьте подписаться на канал, поставить большой палец вверх и активировать колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить ни одного из наших следующих видео.